Всем привет! Сегодня приготовим торт без выпечки. Готовится он очень просто и из минимального количества ингредиентов. Получается вкусным, легким и в меру сладким. Берем миску и выливаем в нее 600 мл сметаны. Я использую сметану жирностью 15%. Насыпаем 80 грамм сахара. Все перемешиваем. Оставляем сметану на 10-15 минут при комнатной температуре, чтобы она немного согрелась. В отдельную мисочку насыпаем 5 пачек капучино или кофе 3 в одном. Заливаем кипятком. Понадобится 200 мл воды. Все перемешиваем. Когда все капучино растворилось, насыпаем сюда же 25 грамм желатина. У меня быстрорастворимый желатин. Все перемешиваем несколько минут до полного растворения желатина. По желанию желатин можно залить 100 мл холодной воды и дать настояться, а уже после этого распустить в микроволновке. При этом в капучино нужно добавить только 100 мл кипятка. Прошло 15 минут, сметана уже немного нагрелась. Если капучино с желатином остыло, то его нужно нагреть в микроволновке примерно до 50 градусов. В мисочку с капучино наливаем 1-2 столовых ложки сметаны. Все хорошо перемешиваем. Таким методом мы выравниваем разницу температур между смесями, чтобы потом в торте не было желатиновых комочков. Желатиновую смесь постепенно вливаем в сметану. Обязательно постоянно перемешиваем. Силиконовую форму ставим на доску, чтобы удобно было ее переносить. Все выливаем в форму. У меня силиконовая форма объемом 1,2 литра. Диаметр формы 18 см. Ставим торт в холодильник застывать примерно на 3-4 часа. Я поставила на ночь. Торт застыл. Проходимся ножом по краю формы на глубину 2-3 мм. Сверху кладем блюдо и переворачиваем вместе с доской. Аккуратно снимаем силиконовую форму. Торт готов, можно подавать на стол. Торт без выпечки получился с нежным кофейным вкусом. Он легкий, нежный и готовится очень просто и быстро. Обязательно его приготовьте, порадуйте вкусным угощением себя, свою семью и друзей. Также у меня на канале есть и другие рецепты торта без выпечки. Чтобы долго не искать, я их покажу в этом видео. Следующим приготовим торт без выпечки. Приготовление максимально простое и быстрое. Торт получается очень вкусным. Сначала приготовим крем. В кастрюлю, в которой будем варить крем, насыпаем 150 грамм сахара и 50 грамм муки. Все перемешиваем. Сюда же разбиваем 2 яйца. Перемешиваем до однородности. В эту массу наливаем 400 мл сметаны. Перемешиваем. Я использую сметану с жирностью 20%. Также можно использовать 15% сметану. Кастрюлю ставим на огонь. Варим крем, постоянно перемешивая на огне чуть меньше среднего. Перемешивать нужно обязательно, чтобы крем не пригорел и не появились комочки. Когда крем загустеет и начнет кипеть, варим еще 1-2 минуты и снимаем с огня. Чтобы быстрее охладить крем, его можно поставить в кастрюлю с холодной водой и периодически перемешивать. Крему даем полностью остыть. Пока остывает крем, приготовим основу для торта. В чашу измельчителя ломаем шоколадное печенье. Измельчаем его в крошку. Понадобится 300 грамм печенья. Я измельчала его в 2 подхода, так как чаша измельчителя у меня небольшая. Получившуюся крошку насыпаем в миску. Сюда же наливаем 120 грамм растопленного до жидкого состояния сливочного масла. Все хорошо перемешиваем. Если печенье можно собрать в комок, то значит оно готово.
Если рассыпается при сжатии, то добавьте в массу 1-2 столовых ложки молока. Все зависит от влажности печенья. Берем круглую форму для торта и ставим в нее ацетатную пленку. Ее можно заменить пергаментной бумагой или разрезанной пластиковой папкой для бумаг. У меня диаметр формы 18 см. Примерно третью часть крошки отсыпаем. Она понадобится для украшения торта. В подготовленную форму высыпаем крошку с маслом. Крошку сначала распределяем по форме с помощью ложки, делая небольшие бортики по бокам. Все хорошо утрамбовываем сначала ложкой, а затем стаканом. Высоту бортиков делаем примерно 3 см. Основу для торта можно поставить в холодильник до тех пор, пока не будет готов крем. Готовим крем. В миску кладем 100 г мягкого сливочного масла и насыпаем 10 г ванильного сахара. Все взбиваем примерно 1-2 минуты до побеления масла. Также немного взбиваем уже остывшую до комнатной температуры заварную основу. Во взбитое масло добавляем примерно половину заварной основы. Взбиваем крем. Затем добавляем вторую половину. Опять взбиваем. Крем готов. В подготовленную форму с печеньем выкладываем весь приготовленный крем. Равномерно его распределяем внутри сделанной основы для торта, не залезая на бортики. Делаем небольшой горбик из крема посередине. По бокам насыпаем часть оставленной заранее крошки. Утрамбовываем лопаткой по краю торта, чтобы потом сильно не осыпалась песочная крошка. Высыпаем всю оставшуюся крошку сверху. Немного подравниваем ложкой. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на 3-4 часа для стабилизации крема. Я поставила на целую ночь. Готовый торт достаем из холодильника. Снимаем пищевую пленку и форму. Торт аккуратно переставляем на блюдо. Уже на блюде снимаем ацетатную пленку. Торт готов, можно подавать на стол. Торт без выпечки получился красивым и очень вкусным. Готовится несложно и достаточно быстро. Главное дождаться, пока стабилизируется крем. На приготовление такого торта потребуются самые доступные продукты. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно и просто. Если вам понравились такие рецепты тортов без выпечки, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.